Всем привет! Сегодня мы приготовим гигантский M&M's. Но мы не определились, какой именно. Чаще всего в магазинах встречается три вида: коричневый, желтый и синий. Вот по одному образцу из каждой пачки. В разрезе мы видим: первый просто шоколадом, второй с орехом внутри, а третий с воздушным рисом. Из такого риса делают вот такие казинаки. Мы решили объединить все три вида в одном большом. Отправляемся в магазин. Первое, что нам нужно, это шоколад. Вернее, очень много шоколада. Берем больше черного шоколада, потому что сейчас лето, и молочный шоколад будет очень долго застывать. Очень много пачек маршмеллоу. Красный краситель, кукурузный крахмал, 6 кг сахара. Вот такие казинаки из воздушного риса. Также вот такие вафельные основы для торта. Сливочное масло. И можно отправляться на кассу. Выкладываем все товары на ленту. И спустя минут 20, пока кассир нам все пробила и пересчитала все шоколадки, мы получили чек на 6700 гривен. В рублях это 18 тысяч. Пакуем наши покупки и отправляемся домой. В одном из прошлых видео я нырял в бассейн с телефоном. Надеялся на водозащиту айфона и утопил его. Больше он не включается. Поэтому мне срочно нужен новый телефон, чтобы продолжать работать дальше. Я хочу последний iPhone. Чтобы не переплачивать лишние деньги, покупая в магазинах с большой наценкой, попытаемся найти его по самой выгодной цене. В e-каталог вбиваем регион. И в поиске вписываем название. Цвет выбираем золотой, как по мне он самый красивый. И 256 гигабайт, чтобы влезло очень много фоток и видео. Также почитаем характеристики. Меня интересует съемка видео. Тут камера снимает 4К 60 FPS, как и в прошлых моделях iPhone, но стабилизация гораздо лучше. Это особенно важно, когда снимаешь с рук. Когда камеры с собой нет, а нужно что-то срочно подснять, хороший телефон очень сильно выручает. Также я добавил его в сравнение с просто 11-м iPhone. И почитав отзывы, остановил свой выбор на самом мощном iPhone. Посмотрев на динамику цен, стало ясно: сейчас цена самая низкая, чем когда-либо. Листаем вниз и видим все магазины, в которых продается наш iPhone. И выбираем самую низкую цену. Телефон мне уже доставили. Выглядит он просто офигенно и работает быстрее, чем мой предыдущий. А самое главное, что я не переплатил за него ни копейки. Поэтому, если вы тоже хотите покупать товары по самым выгодным ценам, то ссылку на e-каталог я оставлю в описании. Пользуйтесь. Теперь возникает вопрос, как повторить форму M&M's. А очень просто, с помощью гриля. Вернее, крышки от него. Откручиваем от крышки все крепления. И получаем идеальную форму для половинки M&M's. Но еще нужен пергамент. Отрезаем кусок. Форму изнутри взбрызгиваем маслом, чтобы пергамент хорошо прилипал. И выстилаем его. Прижимаем, чтобы все хорошо прилипло. А там, где образовались складки, надрезаем. И складываем. По итогу получается полностью застеленная форма. Теперь сделаем карамель. Для этого нужен мед и сахар. Открываем ведро меда, набираем его ложкой и отправляем в миску. Также открываем пачку сахара и 2 килограмма высыпаем в миску. Включаем огонь и ставим нашу карамель. Периодически помешивая, спустя минут 15 получаем вот такую янтарную карамель. Она готова. Теперь нужны вот эти вафельные коржи. Распечатываем их. Берем в перчатку один корж и поливаем его карамелью. Весь корж должен быть в карамели. И приклеиваем его на пергамент. И так продолжаем, пока не залепим все. Также закрываем все углы сверху. Готово! У нас получается первый белый хрустящий слой, как в оригинальном M&M's. Из прошлых видео у нас остался шоколад, молочный и белый. Чтобы можно было все это нормально растопить, нарезаем их ножом.
Готово. Перекладываем два вида шоколада в одну миску. И ставим на паровую баню. Теперь пришло время переходить к покупным шоколадкам. Берем их, распечатываем и ломаем в миску. И так, пока не заполним ее с высокой горкой. Быстрее всего просто бить шоколадку об стол прямо в упаковке, а потом раскрывать его над миской. Так процесс ускоряется в 2 раза. Тоже все это ставим на паровую баню. Периодически перемешиваем. Один шоколад и второй. В большой миске пористый шоколад, поэтому когда он растапливается, объем очень быстро уменьшается. Поэтому добавляем еще. А пока он продолжает растапливаться, мы сделаем ядро из вот таких казинаков. Открываем их. Выкладываем на специальный коврик, к которому ничего не прилипает. И той же карамелью поливаем все сверху. И продолжаем выкладывать эти казинаки, как кирпичики. Огромное ядро из рисовых шариков готово. И весь шоколад тоже уже растопился. Берем форму и начинаем заливать. Сначала шоколад, растопленный с прошлых роликов. Теперь нужны орехи. У нас миндаль. Высыпаем его поверх шоколада. И сверху заливаем все шоколадом, который мы растопили из плиток. Остается все это перемешать. Сверху ставим и притапливаем наше ядро. А чтобы оно не всплывало, нагрузим его чем-нибудь тяжелым. За сегодня мы больше ничего сделать не успели. На следующее утро форма полностью застыла. Накрываем ее крышкой и переворачиваем. Снимаем крышку гриля и убираем весь пергамент. Все это перекладываем на досточку. Грубые неровности сглаживаем небольшим количеством шоколада. Все, первая половина готова. Теперь нужно сделать вторую. Опять застилаем форму пергаментом изнутри. Варим точно такую же карамель. И обклеиваем все вафельными коржами. Вот весь шоколад, который у нас остался. Его нам не хватит. Поэтому пришлось опять идти в магазин и докупать шоколадки. Мы взяли 4 блока по 24 шоколадки, а также побольше арахиса. Теперь шоколада точно хватит. Берем гастроемкость и миску. И все это ломаем туда. Когда емкости полностью заполнены, берем весь наш шоколад и отправляем на паровую баню. Миску ставим прямо в воду, а гастроемкость сверху. Спустя полчаса шоколад уже растопился, но в гастроемкости еще есть место. Поэтому продолжаем туда ломать оставшиеся шоколадки. Перемешиваем их уже с жидким шоколадом, и он почти моментально расходится. Снимаем все это с паровой бани и заливаем форму. Достаем весь арахис, который мы купили. Открываем его и пересыпаем в миску. И теперь высыпаем целую миску орехов сверху на шоколад. Получилась просто огромная подушка из орехов. Заливаем ее шоколадом из миски.
И перемешиваем. Все, остается только подождать, пока весь шоколад застынет. И случилось это только спустя сутки. Сразу обрезаем неровные края с помощью ножа для пиццы. А на второй заготовке спиливаем неровные края с помощью полотна по металлу. Переворачиваем форму над первой половиной и опускаем. Убираем пергамент. По форме на конфету M&M's это очень сильно похоже. Это была только примерка, поэтому снимаем верхнюю часть. Теперь займемся приготовлением мастики. Ей мы будем покрывать все снаружи, чтобы наша конфета была похожа на оригинал. Основа мастики это маршмеллоу. Открываем и пересыпаем 4 пачки в миску. Пачки у нас по 200 грамм. Также сливочное масло. Открываем 200-граммовую пачку. И отправляем к зефиркам. Также чайная ложка лимонной кислоты. И 2 столовых ложки воды. Открываем микроволновку и ставим в нее миску. Начинаем с минуты и дальше смотрим уже на зефир. Наш стал мягким через 5 минут. Все это перемешиваем. Сейчас самое время добавить красный краситель, для того чтобы мастика была красной. Мы влили весь тюбик. Перемешиваем, пока цвет не станет однородным. А теперь нужны сухие компоненты. Сахарная пудра и кукурузный крахмал. Открываем пудру. И просеиваем через специальный стакан. Мы просеяли целый килограмм сахарной пудры. И то же самое повторяем с крахмалом. Его нужно 400 грамм. Перемешиваем венчиком. Половину смеси пересыпаем к маршмеллоу. И перемешиваем. Добавляем вторую половину. И вымешиваем уже руками. Мастика готова. Мы разогрели ее в микроволновке и она стала гораздо эластичнее. Открываем сахарную пудру. И припыляем ею стол. Раздавливаем мастику сначала руками, а затем раскатываем скалкой. Получается вот такой большой пласт. Опускаем кисточку в обычную воду и смазываем ей нашу заготовку. Так мастика будет прилипать гораздо лучше. Складываем ее в 4 раза. И переносим на вафли с карамелью. Края заглаживаем специальным шпателем. Почти вся половина покрыта. Переворачиваем ее на поднос. Сейчас мы будем склеивать 2 половины. Делать это будем с помощью черного шоколада. Размазываем его тонким слоем по всей площади. И переносим вторую половину нашего M&M's. Стык получается неровным, поэтому с помощью мастики все это заделываем, пока все не выровняем. Берем вторую половину мастики и также само раскатываем. Накручиваем лист мастики на трубу. И переносим на M&M's. Когда мастика долго лежит, она подсыхает и становится более хрупкой. Поэтому в нужных местах прогреваем ее феном, чтобы она нормально ложилась. И заглаживаем шпателем. Да, получилось не идеально. Но, как по мне, на M&M's уже очень сильно похоже. Но здесь нет самого главного. Буквы М посередине. Чтобы это исправить, берем белый шоколад. Пересыпаем его в пиалку. И растапливаем. Вот такой специальный шприц переливаем в шоколад. И вставляем поршень. Мы нарисовали букву М черным маркером на бумаге. Кладем бумагу на стол, накрываем пергаментом. И аккуратно нажимая на поршень, рисуем сначала края.
и заливаем внутри. Готово. Шоколад застыл, поэтому переносим букву М с пергамента на конфету. Немного подуем теплым воздухом из фена, и она приклеилась. Все, просто огромный M&M's готов. По-моему, получилось очень похоже. Давайте посмотрим, сколько весит оригинальный M&M's. Меньше 1 грамма. А теперь наш. На напольные весы ставим табуретку, а на нее нашу конфету. Целых 55 килограмм. С учетом всех докупок, M&M's стоит 8500 гривен, или 23 тысячи рублей. На приготовление этой конфеты мы потратили целых 3 дня. Мы подсчитали калории, и в нашем огромном M&M's целых 300 тысяч калорий. А норма у человека на день 2000. То есть один человек может питаться этой конфетой целых 150 дней. Давайте наконец-то ее разрежем. Нож такой точно не возьмет, поэтому пилим новой ножовкой. И спустя полчаса я наконец-то допилил. Внутри ядро из рисовых шариков, в нижней половине миндаль, а в верхней арахис. Мы решили попробовать, и по вкусу это как высыпать 2 пачки M&M's себе в рот. Очень сладко и очень вкусно. Но это еще не все. Кто не знал, у моих родителей есть тоже свой канал под названием Tandem AT. И в своем новом видео папа построил печку для того, чтобы сделать максимально правильную пиццу. Вы понимаете, какой подход построить целую печку для одного видео? Поэтому переходите по ссылке в описании и смотрите их новый ролик. Пишите, что от меня, а также ставьте лайки. А если на моем видео наберется 500 тысяч лайков, то мы приготовим еще что-то более масштабное. Также подписывайтесь на канал и на Instagram. Всем пока!